Я сперва решил, что это Сиджин. Закроешь дверь? Не хочу, чтобы она случайно ворвалась и отвлекла меня. Ха, точно. Лови ключ. Ты... Нет, старичок, ты молчишь большую часть времени. Сидишь рядом и смотришь. Или дремлешь, если повезет. Сиджин иногда бывает крайне не вовремя. И при всем уважении не всегда приходит с важными новостями. М, Да, я сейчас занят. Размышляю, копаюсь в делах. Что-то произошло? Или ты просто соскучился, старичок? Хм, Смена закончилась. Уже вечер. Я не заметил, как пролетел день. Да, я настолько увлекся работой. О да, я буду рад поделиться. Думаю, мне даже понадобится твоя помощь. Будешь чай? Отлично. Как там поживает клуб любителей настольных игр? Ого. Я предполагал, что их деятельность вызовет ажиотаж. Но чтобы такой... М, Это заставляет меня сомневаться еще больше. Да, то, чем я занимался весь день, напрямую связано с организаторами клуба. Вот, открой, посмотри. Ага. Это личные дела той веселой троицы, которая основала клуб. Да, все трое из одного научного управления. Сели одновременно и по одной и той же статье. Да, убийство по неосторожности. Я могу кратко пересказать тебе то, что случилось, чтобы ты не читал протоколы весь вечер. Эта троица занималась разработкой лекарств, но, как оказалось, весьма неудачно. Во время тестирования последней разработки испытуемый внезапно погиб от критического повреждения внутренних органов. Спасти его не удалось, проект закрыли, и троица оказалась в Пиропиде. Да, в целом почти классическая история для ученых из Фонтейна. Но я, как ты знаешь, очень люблю докапываться до деталей. Судя по всему, фармацевтам наскучило изобретать что-то обычное. И они решили перейти к более интересным экспериментам. Эти гении возомнили себя едва ли не архонтами и попытались создать пилюли, которые могли бы концентрировать элементальную энергию в теле человека. Да, чтобы обрести силы, как у владельцев глаза Бога. Звучит фантастически, не правда ли?
Откуда я знаю? Купер, тот с ожогом на правой руке, пытался сохранить записи об исследованиях. Он зашил страницы в свой пиджак. В этом пиджаке он был на суде. И... Да, в нем же вошел в крепость. Одежда, которую преступники сдают в день прибытия, выдается им после того, как они покидают Миропит. Когда пиджак убирали в хранилище, подкладка надорвалась, а из образовавшейся дыры выглянул уголок бумажного листа. Как только мне доложили об этом, я, естественно, заинтересовался. А вдруг там мемуары сумасшедшего ученого? Интересное было бы чтиво. И лучше бы это были мемуары или сборник третьесортных стихов. Вот, полюбуйся. Я пока налью нам чай. Ну, как тебе? Точно. Кровь в жилах стынет. Они прекрасно знали, что формула нуждается в доработках, а их пилюли буквально выжигают человека изнутри. Однако об этом не знали их подопытные кролики. Да, они и представления не имели о том, чем кормят их добрые ученые. Вот. Они просто скармливали свою отраву очередной жертве под видом леденцов. Последний, кто умер по их вине, работал в институте. Да, были свидетели, которые слышали, что Купер дает парню леденцы от кашля. На этот крючок их и поймали. Не знаю, почему эта информация не дошла до суда. Может, было мало улик, может, их искали недостаточно хорошо. Может, кто-то из троицы подкупил адвоката. Мне становится паршиво от того, что это однозначно не единственное дело, которое не было раскрыто до конца. Ты и сам видел этих ребят. Правосудие порой бывает несправедливым. Но больше всего в этой истории меня злит то, что они пользовались доверием людей, которых намеренно обрекали на смерть. Нет ничего более гнусного, чем использовать людей, которые тебе верят. Их же все как один считали добряками и едва ли не святошами. Мерзкие ребята. Нет, старичок, я берегу это собрание сочинений до момента, пока не закончится их срок. Хочу дать им попробовать их же лекарство. Украсть надежду и разорвать ее в клочья, представив новые улики, которые я совершенно внезапно обнаружил, когда их одежду готовили к выдаче. Да, в этом случае им грозит пожизненное заключение. Ненавижу таких ублюдков. Да, я слегка завелся. Что-то внутри меня откликается, когда я думаю об этой истории. Видимо, придется снова идти на ринг, чтобы сбросить напряжение.
Да, твоя помощь мне правда понадобится. Мне не дает покоя то, что они стали активными в последнее время. Уж очень слабо верится, что такие чудовища вдруг стали интересоваться социализацией и настольными играми. Сможешь завтра с утра крутиться вокруг них почаще? Да, верно. Изображать назойливый интерес, задавать вопросы. Уверен, с этой игрой что-то не так. И если они начнут нервничать, я бы хотел ошибаться, но мое внутреннее чутье, увы, редко подводит. Они собираются вечером, верно? Я хочу нагрянуть и поиграть вместе с ними. Отказаться они не смогут. Я же страшный и ужасный герцог. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, не хочешь присоединиться? Я был бы не против провести вместе с тобой еще немного времени. М, Да, даже после вчерашнего. Я думал о том, что произошло. Вернее, о том, чего не произошло, если говорить про поцелуй. Жалею ли я? Да. Жалею, что чайник нас прервал. Мне кажется, мы слишком долго врали самим себе, старичок. Что такое? Требуешь компенсации? Видя чем? Эта версия видео является СФВ-превью и не включает в себя контент 18+. Полная версия доступна по ссылке в описании видео. Тебе помочь дойти до дивана? Тут полежишь. Стол, на мой взгляд, не самое удобное место для отдыха, но... Кажется, заставлять тебя двигаться сейчас — это преступление. Как оклемаешься, я готов помочь, если что. Уже. Давай, старичок, осторожнее. Знаю, что со спущенными штанами неудобно. Не торопись. Вот. Чай остыл. Да, туда его. Ох. Скажи честно, представлял себе эту сцену у стола? Вчера в первый раз. Я тоже. Как-то
Не задумывался раньше. Теперь, видимо, буду задумываться. Да, думаю. Думаю, для нас это начало чего-то нового. Лежи, лежи. Твоя смена уже кончилась, а я никуда отсюда не денусь. Бежать мне некуда. Ключ-то у тебя. Спасибо всем, кто поддерживает проект подпиской на Бусти. Создание видео занимает много времени и сил, и мне приятно видеть, что вы цените мой труд. Проект существует только благодаря вашим подпискам и донатам. Поэтому, если вы давно хотели это сделать, но ждали знак свыше, то вот он. Ссылку на мой Бусти вы можете найти в описании каждого ролика. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и рассказывать друзьям о моем творчестве. Все это очень помогает продвижению проекта. Берегите себя и будьте счастливы. Увидимся через неделю. Подожди. Обязательно придумывать персонажа для игры. А можно быть самим собой? Неинтересно, значит. Хорошо. Тогда я выберу что-то совершенно необычное. Класс, раса. М, Отлично. Да, я придумал. Моего персонажа будут звать Карла. Нет, не Карл. Карла. Это женщина средних лет с провалами в памяти. Очень общительная, крайне обаятельная. Не может поднять ничего тяжелее чайной ложки. М. Знаю, что все будут в шоке. Мощная психологическая атака, это уж точно. Хорошо, что ты успел стянуть у них эти шаблоны. Ох, и повеселимся мы завтра, старичок.